Привет, физкультурники! Ну что, сегодня у нас третье занятие по стабилизации нашего тела, как правильно держать наше тело, что с ним делать, чтобы наши упражнения были как можно более качественные и эффективные. Ну и естественно, чтобы это приводило как можно к меньшим травмам, а в самом лучшем нашем варианте, так это вообще, чтобы было без травм. Итак, друзья, я Гоша, сам тренер, занимаюсь кроссом, тяжелой атлетикой. Всем, кому эта тема интересна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео, друзья. Итак, народ, погнали! Итак, друзья, сегодня мы с вами говорим про фронтальную линию. Итак, фронтальная линия – это та линия, которая делит наше тело пополам, да, и, естественно, в зависимости от того, где находится наш центр тяжести, мы будем либо падать вперед, либо падать назад, окей, поэтому, что важно знать, даже если мы просто стоим на месте без всяких весов, наш центр тяжести делит и находится посередине и на той высоте, которую нужно, именно так, чтобы мы могли стоять ровно, не падая ни в одну из сторон. То есть, друзья, что же происходит, когда мы начинаем работать с весами? Во-первых, это смещает нас центр тяжести. Окей, это надо всегда брать в расчет. Второе. Наша линия и наш вес, например, если возьмем, к примеру, штангу. Если мы держим штангу и, скажем, у нас стартовая позиция в дедлифте, это когда штанга на полу, мы стоим ровно над ней. То есть наша центральная линия должна проходить ровно по центру, размещая наш вес, наш центр тяжести так, чтобы линия проходила ровно, деля пополам, и учитывая наш вес, и учитывая наш собственный вес, так, чтобы когда мы начинали подниматься вверх, двигаться вверх с весом в руках, мы не падали ни вперед, ни назад. То есть это нам помогает устоять на месте. То есть, да, если мы делаем, скажем, грубо говоря, тот же жим штанги стоя, то есть когда мы выжимаем штангу стоя, друзья, если мы выжимаем ее чуть вперед, окей, центр тяжести у нас смещается, фронтальная линия вместо того, чтобы быть посередине из-за веса, уходит, естественно, вперед. И что происходит? Правильно, мы начинаем уходить вперед или просто роняем штангу, потому что мы не можем так ее удержать. То есть мы должны держать штангу ровно над головой, чтобы наша фронтальная линия делила не только наше тело, но и наш вес над головой ровно пополам. Окей? И это такие простые примеры, но любой вес, который вы где-то как-то берете, оно все должно делиться ровно пополам, для того, чтобы вы могли с ним нормально работать и нормально его удержать. Теперь, и насчет таких вещей, как травмы, с этим связаны. По большому счету, с этим, конечно, есть какие-то такие, я не знаю, ну давайте подумаем. Например, сквот, да, то есть, если мы сейчас взяли сквот, держим, скажем, бэк-сквот, и мы ушли при наклоне вперед, ушли слишком телом вперед, да, штанга начинает нам давить на голову. Естественно, что многие ребята делают, что это, кстати, не очень правильно, как скидывать штангу, надо тоже уметь. Начинают что делать? Просто пытаются перекинуть штангу через голову, да, и кинуть вперед. То есть можно получить удар, она может надавить нам на шею, если слишком большой вес, она может просто нас сложить вот так вот пополам, вниз, и это может надавить и сделать нам какую-нибудь травму на шее. То есть это очень плохо. Но то есть есть, конечно, вот такие вот упражнения, где мы как бы попадаем в ситуацию, что приходится бороться с весом. Просто вот сквот пришел самый такой легкий пример. Но во всех остальных случаях, в общем-то, это менее травмоопасно в том смысле, что если мы просто стоим, например, со штангой над головой, да, ну так ушла она вперед, мы ее просто кинули и все. Что да, может случиться, это если мы сейчас сделаем, например, какое-то тяжелоатлетическое упражнение, например, мы делаем снэч, и мы выкинули штангу вверх, и она пошла не ровно вверх, а пошла назад. Если мы не успели ее отпустить, может вывернуть плечо. Как, кстати, такой пример был на одних из соревнований по кроссфиту, когда, ой, как ее зовут, я уже забыл, спортсменка, она вырвала снэч, и у нее просто повело руку, и локоть сломался. Окей, по-моему, то ли локоть, то ли что, возле локтя, у нее просто вот так во время соревнования вывернула руку наружу, и она сломалась. То есть такие вещи бывают. Почему это случается, друзья? Потому что, во-первых, невыдержанная центральная линия, и штанга ушла или слишком вперед из-за этого, или слишком назад. Вес, который мы дергаем с такой скоростью, естественно, подтянул нас, а сопротивляться ему очень тяжело. И это приводит к травмам. Поэтому в части случаев, да, это может привести к серьезным травмам, и поэтому за этим нужно следить. В некоторых упражнениях это может быть более безопасно, даже если мы вышли из нашей этой линии, фронтальной линии, ушли чуть вперед, чуть назад. Ничего страшного, просто бросается вес на пол, и все на этом заканчивается. Но
Мы не хотим к этому приводить в любом случае, поэтому мы всегда выдерживаем эту центральную фронтальную линию, стараемся так, чтобы вес и наше тело всегда были на одной линии и чтобы вес всегда делился пополам. Есть, друзья, которые к нам еще связывают это все, это, как вы помните, мы вот все уроки, я, по-моему, говорил в прошлом видео, вот все уроки проходим, они как бы связаны между собой. Ты не можешь выполнить что-то одно и не выполнить что-то другое. Мы в первом уроке говорили с вами про стабилизацию нашей спины, что спина всегда должна быть в нейтральном состоянии. Есть некоторые упражнения, где она может быть чуть прогнута или чуть выгнута, но в общем-то в большинстве случаев она должна быть в нейтральном состоянии. Второй урок у нас был про то, что мы говорили, что вся сила наша идет от нашего центра, от нашего кора. Чем он сильнее, чем он лучше срабатывает, так лучше сила передается от него к нашим конечностям. И из этого, естественно, свои плюсы в движениях. И, естественно, следующее, что к этому подключается, это вот эта фронтальная линия ровно посередине. То есть, что я имею в виду, друзья? Если мы, грубо говоря, сейчас делаем какой-нибудь клин, да, и мы изначально делаем его уже со согнутой спиной, то уже фронтальная линия нарушена, потому что у нас согнутая спина, штанга будет более впереди, чем там, где она должна быть более к центру, уже нарушена, то есть уже движение пойдет плохо, да, то есть одно перешло в другое. Естественно, что если у вас согнутая спина, значит вы плохо сработаете вашим тазом, то есть ваш кор не сработает на 100%, потому что вес был не там, где он должен был, а слишком впереди, и, естественно, из-за этого выкидывая штангу или вырывая штангу на плечи, в клине, да, то есть штанга уже будет дальше находиться от нашего тела, чем должна быть, и, естественно, скорее всего, это приведет к тому, что штанга просто упадет на пол. То есть, вот, как вы видите, вся цепочка, она всегда идет вот так. Ты не можешь одно, то есть, да, профессиональные спортсмены или люди, которые просто много лет занимаются, и если у них есть какие-то вот мамаш, если у них есть какие-то действительно небольшие такие минимальные погрешности, да, они с этим справляются, их тело к этому готово, их мышцы к этому готовы, они способны. Но опять же, есть определенный какой-то промежуток не времени, а вот какая-то погрешность в процентах, где они, да, могут с этим справиться. Если погрешность будет чуть больше, то они тоже с этим не справятся. Но так как мы с вами все-таки простые смертные, а не профессиональные спортсмены, да, то для нас любая вот такая погрешность, это уже вылазит, может нам вылезти боком. То есть неправильно выдержали спину, а из-за этого у нас, как я говорил, пошло, может быть, уже плохо сработал кор, а даже если кор хорошо сработал, но вес пошел слишком далеко вперед или слишком далеко назад, естественно, уже наша фронтальная линия, которая должна проходить по центру, была нарушена, вес падает. К чему это приводит? Правильно, это в конце концов вас приведет к какой-либо травме, чего мы с вами, естественно, не хотим, потому что мы хотим быть здоровыми. Мы тренируемся, друзья, для того, чтобы быть целыми, здоровыми, спортивными, красивыми, ну и все, что с этим связано, и каждый тренируется для того, для чего он хочет и что ему в этом нужно. Поэтому, друзья, обязательно, те, кто даже вот не видели первое, второе видео, обязательно посмотрите их и обязательно старайтесь следить. Как я всегда говорю своим подопечным на тренировках, они иногда сильно спешат, они иногда сильно торопятся куда-то. И я всегда говорю, ребята, если есть какая-то проблема с техникой, лучше опустить веса, отработать правильно технику, как положено. Правильно работать со спиной, правильно работать с кором, для того, чтобы вы могли в будущем повесить эти веса более высокие и сделать это все безопасно для себя и получить от этого удовольствие, а не корячиться с большими весами, потому что эго, видите ли, там слишком большое, и я вот хочу, и в конце концов из всего этого, что у нас получается, правильно, люди либо калечатся, либо получают какие-то, в лучшем случае, легкие травмы, и даже не в лучшем случае они просто не остаются на месте и не продвигаются никуда с весами. А в худшем случае это там или какая-нибудь травма, дай бог легенькая, если что-то сложное, то это совсем другой уже у нас расклад. Поэтому, друзья, очень важно за всем этим следить, чего я вам и желаю. Но на этом, друзья, будем заканчивать. Да пребудет с вами сила, народ, и обязательно не пропускайте мои видео. Лайки, подписки всегда приветствуются. Пока, народ!